Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Это занятие предназначено для начинающих шахматистов, для детей или взрослых, которые только-только научились играть в шахматы, знают, как ходят фигуры, но, наверное, не имеют большого опыта и еще недостаточно умеют хорошо играть. Мы находимся с вами на странице, на сайте grinis.de и на специальной странице, которая предназначена для игры против компьютера. И здесь компьютер играет без ферзя и двух ладей. И я попробую играть сейчас вживую, представив себя начинающим. Я знаю, как ходят фигуры. И я попытаюсь выиграть у компьютера. Компьютер играет достаточно сильно. Если у вас есть шахматный тренер, то, можно сказать, компьютер играет в такую же силу, как ваш тренер. И так как вы у вашего тренера просто так вряд ли выиграете партию, то компьютер дает фору и ферзя, и две ладьи. Фора большая. Значит, мы имеем эти лишние фигуры, нам нужно не растерять их. Ну что ж, начнем нашу партию. Мы играем белыми. Я сделаю ход конем на f3. Значит, компьютер думает не так долго, чтобы сделать ход. Мы должны внимательно смотреть, что он ход сделал. Значит, я вам покажу небольшой план игры. Мы ходим так. Значит, задача наша не подставлять фигуры. У нас большой перевес. Все, что нам надо делать, не подставлять. И думать. Думать, что он хочет. Он пошел сейчас пешкой. Наверное, хочет на коня напасть, на нашего. Ну, давайте мы пойдем своим конем, выведем фигуру вперед. Это всегда хорошо. В дебюте. Причем выводим коней к центру, как вы видите, не на край доски. И мы одновременно сейчас не дали ему пройти пешкой. Так, он тоже вывел коня. Опять хочет, может быть, пойти пешкой. Сделаем такой ход, чтобы ему не дать. Мы сделаем ход d3. Пешка на d3 это называется, да? Вот у нас А, Б, С, Д. И вот раз, два, три. Вот третья линия. Это d3. Так, он занимает центр. Но пока еще фигуры не пришли в взаимодействие. Мы выводим слона. Например, вот такая схема. Это называется вообще фенкетирование слона. Мы выводим в такую позицию. И теперь мы можем сделать рокировку. Мы передвигаем короля через одну клетку. И дальше ладью он сам передвигает. Так. Он сделал ход. Так, А6 пешкой. Ну и теперь, значит, еще наша задача. Вот мы можем вывести слона, смотрим, не подставили ли мы что-нибудь, пока нет. Например, вот если мы захотели сюда пойти конем, мы бы его подставили, потому что пешка держит, как раз это поле прикрывает. Она бы просто побила коня. Так, он вывел слона, и мы должны, наша цель, менять фигуры. Мы знаем, что слон бьет по диагонали. Заберем его коня. Менять фигуры так, чтобы слон примерно равен коню. Поэтому мы можем поменять слона на коня, забрать коня. У него осталось 3 фигуры на доске. Ну, попробуем теперь. У нас лишний ферзь. Попробуем этого ферзя как-то вывести в игру. Вот мы, например, я так пошел. У него есть ферзь же ходит по диагоналям.
и по вертикалям. Так вот, по этой диагонали он может пойти довольно далеко и потом даже напасть на пешку черных. Может быть, мы сможем забрать. И мы внимательно смотрим. Так, он пошел пешкой вперед, b5. Смотрим каждый раз, не напал ли он на какую-нибудь нашу фигуру, чтобы не подставить. Значит, не подставим ли мы ферзя, если пойдем сюда? Нет. Попробуем пойти. Мы напали на эту пешку. Это всегда хорошо брать материал противника. Уменьшать количество. А тут мы должны быть внимательны. Он пошел пешкой вперед. Мы не должны сейчас брать эту пешку. Значит, пешка напала на нашего коня. Нам надо куда-то уйти конем. Ну, например, мы можем пойти сюда. Надо смотреть, чтобы он не был под боем. Хотя на край не очень хорошо конем ходить, но когда у вас ферзь и 2 лишних ладьи, то может быть и можно. Так, он делает еще один ход. Причем, что он хочет? Опять напал на коня, теперь другого. Ну, давайте мы пойдем. Ну, опять мы видим надежное поле. Снова наши кони, правда, на краю доски. Но, по крайней мере, они не под боем стоят. Так, смотрим внимательно. Так, он сделал ход конем в центр. О, напал на эту пешку и на эту пешку он напал. Причем эту пешку хочет шахом взять. Ну, одну из них мы могли бы защитить. Но, наверное, нам нужно... Ну, давайте мы дадим ему какую-нибудь пешку. Но мы тоже заберем. Вот эту, например. Вот заберем эту пешку. Если он возьмет нашу, ну, будет пешка за пешку. Он может взять... И мы напали на коня. Может, компьютер не увидит. Ага, увидел. Берет пешку. Смотрим. Шах нашему королю. Если я сейчас сделаю какой-нибудь ход, он не даст мне сделать. Видите, ладьей хочу пойти. А он этот ход не по правилам, потому что король мой под ударом. Конь дал шах. Он просто не дает сделать никакого хода. Надо уходить. Побить коня мы не можем ничем. Значит, надо королем уйти. Так, что же он будет дальше делать? Пока хорошо то, что у нас сохранился пока весь материал лишний. Ага, смотрим. Вот теперь мы думаем, он напал на коня слоном. Он не просто пошел. Напал на коня слоном. Мы ходили на край доски, но мы можем коня... Значит, ходить ему нельзя, сюда нельзя и сюда. Но мы его можем защитить своей пешкой. Нам надо, главное, увидеть, что на коня напали. Вот это важно. Если мы не увидим, потеряем фигуру. И не сможем сохранить нашу... О, теперь он берет эту пешку, разменивает. Мы можем тоже побить. Пугаться не надо. Надо смотреть, можем ли мы тоже что-то побить. И вот интересно посмотреть. Вот конь его забрался к нам в душу. Не можем ли мы его как-то забрать? Вот нападем на коня своей ладьей и хотим его побить. Вот. Что он будет делать, если он не уйдет, не увидит, что мы напали? Так, он увидел. Убрал, но здесь наш конь это поле бьет. Тот, куда он пошел. И мы можем его тут побить. Он, правда, защищен пешкой. И, наверное, побьет нашего коня пешкой. Но мы просто разменялись. И кстати, если мы сейчас увидим, что... так. Ну, давайте мы ему... Да, мы можем эту пешку забрать ферзем. Вот ферзь ходит не только вперед, но и назад. Так, смотрим, не подставили ли мы чего-нибудь здесь? Можем ли мы ее так взять?
Можем. Далеко нам считать не надо, хотя бы на один ход. Лучше на два. Если мы... Так, вот он пошел вперед королем. Ну и так как мы большой материал имеем, то хорошо было бы даже, хоть это в обычной партии не принято отдавать ладью за слона, но почему бы не сделать? У него останется, нам надо уменьшить количество его фигур, вот, так, чтобы у нас все-таки большая фора. Чуть-чуть мы возвращаем, но убиваем его фигуры. Если у него останутся только пешки, король с пешками, то... А теперь вот давайте шах дадим ему. Смотрим, не подставили? Нет, шах можем дать. Когда мы даем шах, мы не проиграем. Значит, ему надо или уйти, или... О, он ушел. Так он оставил пешку под боем. Мы же ладьей до этого нападали. Давайте заберем эту пешку. И, кстати, напали на его слона. Вот он уходит. Ну что, есть возможность еще одну пешку забрать. Она ничем не защищена. Он нас не побьет. И смотрим вот сюда. Он показывает счет. 9995. Так, давайте наши все силы бросим вперед. Коня бросим вперед. Главное ставить так фигуры, чтобы не подставлять. А нападать на чужие фигуры можно. Значит, вот мы напали. Ой, что такое? Он подставил нам под ладью. Ну, давайте шах ему дадим и слона заберем. Так, главное, у него уже фигур-то нету. Что нам очень подходит. Теперь мы уже никому подставить фигуры не можем. Ну что, еще шах. Правда, если мы одни шахи будем давать, то это будет только вечный шах. Нам надо мат ставить. Ну вот давайте ферзем, может, поближе подойдем к нему. Ну, вот еще шах дадим. Так, как же выиграть? Учили ли нас ставить мат? Вот у нас уже, смотрите, ферзь, ладья и конь. И все ли... А, вот есть шах. Смотрите, ладьей забрать пешку и дать шах. И что произошло? Он не отвечает. Смотрим внимательно. Что произошло? Оказывается, ему некуда ходить. И это мат. Ну что ж, на сегодня у нас все. Спасибо за внимание. До следующих встреч.